Всем привет, в эфире Панцер-Апостол. Сегодня расскажу про танк, который добивался почти стопроцентного уничтожения целей, но в итоге стал всего лишь бронированным тягачом. Вторая мировая война показала, что основной ударной силой воюющих армий были танки. Борьба с ними стала приоритетной задачей. К тому времени уже имелись достаточно надежные средства ПТО, в том числе и совсем новые, такие как противотанковые управляемые ракеты, или же сокращенно ПТУР. Первыми такие ракеты изготовили немцы. Их ПТУР X7 Rotkappan, красная шапочка, была создана и испытана в 1943 году. Она ограниченно применялась в ходе боевых действий. Но новое вундерваффе не спасло от поражения нацистскую Германию. Образцы X7 оказались в руках советских оружейников и западных специалистов. Американцы и французы начали на основе красной шапочки создавать свои ПТУР. Особенно преуспели в этом французы. В 1956 году во время боевых действий в Египте французская армия впервые применила против бронетехники противника свои ПТУР СС-10. Ракета наводилась на цель по проводам, а визуальный контроль за ее полетом велся с помощью установленного на ней трассера. Вес комплекта не превышал 19 кг, и обслуживали его 4 человека. Об использовании нового оружия в Москву доложили советские военные советники, находившиеся в Египте. Тогдашний лидер СССР Никита Хрущев, узнав о высокой эффективности французских ПТУР, потребовал от отечественных разработчиков ракетного оружия срочно создать нечто подобное. Надо сказать, что Никита Сергеевич просто обожал ракеты, считая их универсальным оружием, которое со временем станет править бал на поле боя. Уже в 1957 году вышло постановление Совета министров СССР, в котором предусматривалось создание различных боевых машин с противотанковыми ракетами. Это были два типа истребителей танков, два типа тяжелых танков с ракетным вооружением, авиадесантируемая самоходка с противотанковыми ракетами и плавающая самоходная ракетная установка. Завершить работы по созданию опытных образцов этих боевых машин предполагалось в 1959 году. Работу над ракетным танком, который в документах называли «Объект-150», начались в 1957 году на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. В качестве шасси был взят основной танк Т-62. Разработку ракетного оружия вело столичное ОКБ-16, которым руководил Александр Нудельман. В 1960 году на полигоне Капустин-Яр Хрущеву продемонстрировали опытный образец ракетного танка. При осмотре его военными были высказаны основные претензии к будущей боевой машине. Противотанковый управляемый реактивный снаряд должен был находиться не на направляющей снаружи башне, а внутри. Там же под защитой брони должен был находиться и боекомплект. Весной 1964 года были проведены испытания первых двух образцов ИТ-1, то есть истребитель танков 1. Такое наименование получил теперь Объект-150. Хрущев, наблюдавший за испытанием ракетного танка, пришел в восторг. Выступая в Кремле, он сказал: «Вчера я видел, как эффективно уничтожаются танки уже на подходах. При наличии таких противотанковых ракет танки оказываются ненужными». Производству ИТ-1 был дан зеленый свет. В 1965 году завершились государственные испытания, после них состоялись тактические учения со стрельбой в различных условиях с места исхода, в том числе по реальным танкам с дистанционным управлением. Вероятность попадания под ним составляла 88,9%, вне зависимости от того, находился ли комплекс в движении или стоял на месте. При этом выявился и ряд проблем, которые следовало устранить. В результате доводка машины затянулась. Комплекс 2К4 «Дракон» был принят на вооружение 3 сентября 1968 года как ИТ-1. Серийно он производился на Уралвагонзаводе. ИТ-1 является первым и единственным в мире принятым на вооружение полностью ракетным танком. То есть управляемые ракеты являлись его основным вооружением. Серийное производство машины осуществлялось с 1968 года по 1970. Всего было изготовлено 110 серийных машин. По замыслу военных, отдельными батальонами истребителей танков должны были комплектоваться мотострелковые дивизии, разворачиваемые на танкоопасных направлениях. Всего было сформировано два таких батальона. Один в Белорусском, второй в Прикарпатском военных округах. ИТ-1 «Дракон» представлял собой боевую гусеничную машину, обладающую ракетным вооружением, высокой маневренностью и надежной бронезащитой. Компоновка боевой машины классическая. Экипаж состоял из 3 человек: механика-водителя, наводчика-оператора и командира. Боевое отделение ракетного ИТ-1 располагалось в средней части корпуса и его башни. Оборудование и компоновка принципиально отличалось от боевого отделения на танке Т-62. Внутри него находилась СЗП – система заряжания и пуска, которая состояла из пусковой установки и механизма заряжания.
механизированный стеллаж с танковыми управляемыми ракетными снарядами «Турс». Справа в башне было место наводчика-оператора. Слева на каркасе механизма заряжания сиденья командира машины. Перед сиденьем командира машины располагались блок выверки прицела, блок питания снаряда, распределительный щиток. Впереди слева от данного сиденья находился пулемет ПКТ, а также баллоны, системы очистки защитных стекол, выходных окон прицелов. Моторно-трансмиссионное отделение находилось в корме корпуса и отделялось от боевого отделения специальной герметичной перегородкой. В МТО находились двигатель, а также обслуживающие его системы. Поперек корпуса танка в МТО устанавливался дизельный двигатель В-55А. Корпус танка изготавливался из броневых листов толщиной от 20 до 100 мм, которые устанавливались с рациональными углами наклона и незначительно отличались от бронирования корпуса танка Т-62. Вооружение ИТ-1 включало в себя комплекс управляемого вооружения 2К4 «Дракон», а также вспомогательное вооружение – это пулемет ПКТ. Пусковая установка ракетного танка «Дракон» переводилась из походного положения в положение готовности за 1,5 минуты. Из положения готовности в боевое положение за 6 секунд. Комплекс управляемого вооружения «Дракон» в составе ИТ-1 делал его единственным во всем мире ракетным истребителем танков и первой во всем мире боевой машиной, которая вооружалась противотанковым ракетным комплексом с полуавтоматической системой наведения противотанковой управляемой ракеты на цель и была в состоянии вести огонь сходу. Основу вооружения машины представлял танковый управляемый реактивный снаряд «Турс» 3М7. Калибр 180 мм. Его кумулятивная боевая часть обеспечивала пробитие 250 мм бронелистов, установленных под углом в 30 градусов от вертикали. Автоматизация процесса заряжания пусковой установки обеспечивала скорострельность на уровне до 5 выстрелов в минуту. Вспомогательное вооружение машины состояло из пулемета ПКТ. Помимо этого в боевом отделении располагались 12 ручных гранат F1 в 5 сумках, автомат АК-47 в чехле, а также сумки с 600 патронами к нему, сигнальный пистолет с 20 патронами. При ведении огня после получения команды наводчика-оператора механизм заряжания пристыковывал ракету из боеукладки к пусковой установке, а на Турс подавались необходимые питающие напряжения. После этого происходило открытие специального люка, сквозь который пусковая установка поднимала ракету в боевое стабилизированное положение с превышением над ним примерно на 7 градусов. Это было необходимо для компенсации ее падения на баллистическом участке полета. Одновременно с этим происходил сброс передних и задних опор ракеты, освобождая ее сложенные рули и стабилизаторы. Люк выдачи ракеты закрывался. По команде наводчика-оператора осуществлялся пуск. Происходило включение стартового двигателя ракеты после достижения уровня тяги, которой хватало до срезания специальной страхующей шпильки. Осуществлялся старт ракеты. На конечном этапе работы стартового двигателя ракета могла достигать скорости полета на уровне 200 метров в секунду, которая в дальнейшем поддерживалась при помощи порохового маршевого двигателя. После окончания работы стартового двигателя станции наведения производился захват ракеты и перевод Турс в режим управляемого полета. Наводчик-оператор контролировал перемещение цели. Процесс удержания противотанковой ракеты на прицеле обеспечивала специальная станция 1С7. Обнаружение и опознавание цели осуществлялось визуально. После пуска ракеты наводчик-оператор сопровождал цель вручную, удерживая на ней марку прицела. Процесс автоматического отслеживания ракеты по установленному на ней трассеру производился при помощи оптико-телевизионного координатора с автоматической выработкой команд управления. Такие команды аппаратуры наведения комплекса передавались в виде кодированных радиоимпульсов через стабилизируемую в горизонтальной и вертикальной плоскостях фазированную антенну, расположенную в передней части башни танка. В дальнейшем поступающие радиокоманды преобразовывались и подавались на исполнительный механизм ракеты, который при помощи подаваемого под давлением воздуха действовали на приводы ПТУР, обеспечивая удержание ее на линии прицеливания. ИТ-1 находились на вооружении советской армии всего 3 года, с 1968 по 1971. В процессе испытаний и эксплуатации ракетный комплекс показал высокую надежность. Ракетный комплекс показал высокую точность, до 96% попаданий. Однако его конструктивные недостатки, большие габариты и масса, устаревшая элементная база, большая мертвая зона и отсутствие танковой пушки служили причиной снятия ИТ-1 с вооружения. Еще один немаловажный момент. Ракеты 3М7 стоили очень дорого, из-за чего многие наводчики во время срочной службы вообще ни разу не осуществляли реальных пусков. В 1967 году цена одной ракеты составляла около 30 тысяч рублей. Это стоимость 7 новых автомобилей «Москвич-412». В боевых действиях этой машине так не удалось поучаствовать. И на экспорт ее тоже не поставляли. После снятия с вооружения драконы переделывались в тягачи БТС-4С.